Когда мы решаемся на переезд, нам кажется, что мы просто меняем место жительства. Мы представляем себе новые улицы, новые лица, новые возможности. Мы думаем о том, как будем обустраивать быт, искать работу, изучать язык. Все это кажется логичным и понятным. Но миграция — это не только смена декораций, это глубокий внутренний процесс, который затрагивает самые основы нашей личности. Это испытание, которое заставляет нас пересмотреть себя, свои ценности, свое место в мире. Я хочу поделиться с вами своими размышлениями о том, как переезд изменил меня как человека, как женщину, как повлиял на свое восприятие Родины, мира в целом. Это не просто рассказ о трудностях адаптации, а попытка заглянуть глубже в те изменения, которые происходят внутри нас, когда мы решаем начать новую жизнь в новой стране. Первые месяцы после переезда были для меня настоящим испытанием. Я осознала, что все, что раньше составляло мою идентичность, оказалось под вопросом. В родной стране я знала, кто я, моя профессия, мой круг общения, мои привычки. Все это определяло меня. Но здесь, в новой стране, никто не знал обо мне. Ничего. Ни мои достижения, они остались в прошлом, мои навыки казались неактуальными, а мои привычки казались странными. Я столкнулась с понятием культурного шока, с состоянием, когда привычные ориентиры теряются, и ты оказываешься в мире, где все работает по другим правилам. Это чувство дезориентации, тревоги, когда даже простые вещи требуют переосмысления. В этот период я часто задавала себе вопросы: кто я теперь? Как меня воспринимают окружающие? Что я могу предложить этому обществу? Эти размышления были болезненными, но необходимыми. Я поняла, что моя идентичность не должна зависеть от окружающих факторов. Она должна исходить изнутри, из моих собственных ценностей и убеждений. Постепенно я начала осознавать, что потеря старой идентичности дает возможность создать новую. Я стала прислушиваться к себе, к своим желаниям, потребностям. Этот процесс был похож на очищение, не знаю. Я избавлялась от всего, и оставляла только то, что действительно важно для меня. Каждый день в новой стране приносил новые вызовы. Простые действия, которые раньше выполнялись автоматически, теперь требовали усилий, концентрации. Поход в магазин превращался в испытание. Незнакомые продукты, непонятные надписи, другой порядок действий. Общение с людьми вызывало напряжение. Страх непонятия или быть непонятой, опасение сказать что-то не то. Я столкнулась опять же с культурным шоком во всем его проявлении. Это состояние, когда привычные ориентиры исчезают, и ты оказываешься в мире, где все работает по другим правилам. В такие моменты я чувствовала себя беспомощной и уязвимой. Казалось, что я потеряла все свои навыки и способности. Но со временем я поняла, что это не слабость, это возможность. Возможность научиться быть гибкой, адаптироваться к новым условиям, принимать изменения. Я начала относиться к этим трудностям как к урокам. Каждый день я училась чему-то новому, как правильно произносить слова, как понимать местные обычаи, как находить общий язык с людьми. Этот процесс был нелегким, но он помог развить в себе качества, о которых я раньше даже не подозревала. Одиночество у многих становится постоянным спутником в первые месяцы после переезда. Несмотря на то, что вокруг много людей, ты можешь себя чувствовать изолированным. Языковой барьер, отсутствие близких людей, культурные различия — все это создавало состояние отчужденности. Я осознала, что социальные связи играют огромную роль в нашей жизни. На родине у меня был круг друзей, коллег, знакомых. Здесь я оказалась одна. Это приводило к чувству тоски иногда. Но со временем я поняла, что одиночество дает тебе возможность заглянуть внутри себя.
Я лучше начала понимать свои желания, страхи, стремления. Я научилась наслаждаться временем наедине с собой, ценить моменты тишины и покоя. Постепенно я начала строить новые связи, посещать местные мероприятия. Можно записаться еще на курсы языка, начинаешь общаться с соседями потихоньку. Это потребовало смелости, открытия, но в результате я обрела новых друзей и почувствовала себя частью нового сообщества. Переезд заставил меня по-другому взглянуть на свою родину. На расстоянии я начала ценить то, что раньше казалось обыденным. Вкус блюд, звуки родного языка, знакомые улицы. Ностальгия накатывает волнами, накатывает теплые волны. Вместе с этим я начала замечать те аспекты родной культуры, которые раньше не осознавала. И я увидела ограничения, стереотипы, которые влияли на мое восприятие мира. Я поняла, что некоторые из них сдерживали меня, не давали развиваться. Это двойственный взгляд с любовью и критикой помог мне осознать, что я могу взять из своей культуры, то, что мне близко, и оставить позади то, что мне мешает. Я стала более осознанно подходить к своим традициям, выбирая те, которые действительно резонируют со мной. Переезд в другую страну — это не только смена климата, языка и инфраструктуры, это также погружение в другую культуру, с другим взглядом на то, что значит быть женщиной. В новом обществе я сразу почувствовала, что здесь женщины ощущают себя иначе. Они более уверены, свободны, видимы. Они не боятся проявлять голос, стиль, мнение. И я смотрела на них, на женщин, которые не извиняются за свое присутствие. Что-то во мне так щелкало. Я поняла, как часто в родной культуре я сама пыталась не мешать, быть удобной, не выделяться. Как часто сдерживала свои желания просто потому, что где-то глубоко сидело убеждение, что так не принято, так небезопасно или так на тебя будут смотреть. Миграция стала для меня точкой пересмотра этих установок. Я начала задавать себе вопросы, кто я как женщина, когда на меня не проецируют старые ожидания. Что я хочу выражать телом, голосом, выбором, поведением, где границы между тем, что во мне настоящее, и тем, что вложено извне. Интересно, что вначале я пыталась вписаться, быть такой же открытой, яркой, расслабленной, но вскоре поняла, что адаптация — это не подражание, это поиск собственного языка. И тогда я стала выбирать иногда быть легкой, ухоженной, иногда быть молчаливой, иногда брать пространство, а иногда отступать. Не из страха, а из внутренней свободы. Женственность здесь раскрылась не как обязанность красивой быть или успешной, а как право быть собой в любом проявлении. И именно в этой новой среде я поняла старые забытые ощущения. Я могу быть разной и в каждой своей грани настоящей. Жизнь в другой стране незаметно начинает расширять сознание. Ты начинаешь видеть мир не через одну линзу, а через несколько. Ты слушаешь другие языки, которые не понимаешь, но вдруг начинаешь улавливать интонации. Ты ешь еду, которая раньше относилась с осторожностью, и начинаешь думать, что она тебе становится ближе и привычней. Ты слышишь мнения, которые раньше казались неправильными, и вдруг ты начинаешь видеть смысл. Миграция делает не только тебя более гибкой, но ты просто уже не делишь людей на наших, не наших. Ты перестаешь ожидать, что другие будут думать что-то о тебе. Ты уже не только из своей страны, но и не совсем из новой. Ты на границами. Это не делает тебя безробной. Это делает тебя человеком мира, который может быть в разных местах, в разных пространствах и при этом оставаться собой.
Я не знаю, закончится ли когда-нибудь этот внутренний путь. Может быть, миграция — это не эпизод, а стиль мышления. Ты однажды меняешь контекст и уже не можешь мыслить линейно. Ты становишься внимательным к переменам, деталям, к себе. Ты учишься отпускать, не драматизировать, доверять, не бояться быть новичком, не стесняться задавать вопросы. Ты учишься быть не там, где знаешь как, а там, где тебе откликается. Дом, я поняла, это не город, это состояние, это ритм, с которым ты живешь. Дом там, где ты можешь дышать свободно. Дом там, где ты не объясняешь себя, а просто живешь. Миграция — это не просто смена адреса, это разговор с собой, который невозможно отложить. Он учит тебя отпускать, меняться, строить дом не из стен, а из внутреннего покоя. Я все еще в пути, все еще учусь быть в новом, но главное, что я поняла, дом не там, где тебя знают. Дом там, где ты не теряешь себя. И если ты смог построить его внутри себя, значит, уже не важно, в какой точке мира ты проснешься завтра.